Знаете ли вы, какое место самое важное в вашей квартире? Сегодня я хочу поговорить с вами о сердце каждого дома, обеденном столе. Казалось бы, что особенного в этом обыденном предмете мебели? На самом деле стол– мощнейший энергетический центр, влияющий на благополучие всей семьи. Я поделюсь древними женскими секретами, которые помогут превратить ваш кухонный стол в источник счастья, любви, достатка и гармонии. Приготовьтесь, будет увлекательно. Досмотрите до конца, и вы не только узнаете, что обязательно должно быть на столе, но и освоите простой, но действенный ритуал для привлечения денег. Перед тем, как мы начнем, напишите в комментариях: «Я с благодарностью принимаю все блага, которые изобильная Вселенная приготовила для меня». Так мы демонстрируем готовность к позитивным переменам. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может пригодиться. Благодарю вас. Вернемся к нашему разговору о столах. Важно понимать, что обеденный стол не просто поверхность для еды. Это алтарь изобилия, символ семейного очага, место, где мы собираемся с близкими, чтобы разделить трапезу, обсудить новости, планы, поддержать друг друга. Издавна женщины, хранительницы дома, знали, как важно содержать стол в чистоте и порядке. Ведь он – мощный проводник энергии, способный как увеличить благополучие, так и, к сожалению, привлечь беды. Наши предки верили, что прочный, устойчивый стол – залог стабильности и лада в семье. Поэтому осмотрите ваш стол. Шатающийся стол – недобрый знак. Он может говорить о нестабильности в отношениях, конфликтах, недопонимании. Скрип стола – тоже тревожный звоночек, возможно, предвещающий проблемы со здоровьем главы семьи. А если стол разваливается, это очень плохое предзнаменование, которое может привести к распаду семьи. Если к вашему столу относится хоть что-то из перечисленного, я советую вам срочно заменить стол на новый или хотя бы исправить дефекты. Сейчас в моде стильные столы из стекла, металла с зеркальными элементами. Они, конечно, красивы и элегантны, но давайте вспомним о мудрости предков. Соответствует ли ваш стол древним традициям? Может быть, ваша интуиция подсказывает, что пора что-то поменять? Теперь давайте поговорим о том, чего следует избегать, чтобы не привлечь негатив. Очень важно помнить, категорически нельзя сидеть на столе. Это серьезное нарушение, привлекающее негативные энергии, разрушающее гармонию и способное повлиять на вашу судьбу. Девушка, желающая выйти замуж, не должна сидеть на столе. Это может привести к долгому одиночеству. Оберегайте детей и внуков, не позволяйте им сидеть на столе даже во время игр. Стучать по столу тоже категорически не стоит. Это неуважение к сакральному предмету, блокирующее позитивную энергию и привлекающее неприятности. Вытирать стол рукой или салфеткой – прямой путь к безденежью. Кухонное полотенце тоже не подходит, оно может привести к депрессии и разладу в семье. Сдувать крошки со стола, рассеивать свое благополучие, призывая беды и болезни. Помните, не нужно впадать в крайности. Если вы случайно смахнули крошки рукой или не заметили, как ребенок залез на стол, это не значит, что на следующий день вы обеднеете. Важно, чтобы это не повторялось постоянно, изо дня в день. Также нельзя оставлять ключи на обеденном столе. Это перекрывает доступ денежной энергии и привлекает неприятности. Ключи должны храниться в ключнице. Это не только удобно и эстетично, но и энергетически правильно. Ваш обеденный стол – это не просто мебель, это энергетический центр вашего дома, требующий уважения. Поэтому подумайте, прежде чем класть на него сумки и пакеты, неважно, полные они или пустые, они впитали энергию улицы, разных людей, возможно, с негативными эмоциями. Этот негатив легко передается столу, а через него всему дому, нарушая гармонию, провоцируя ссоры, вплоть до развода. Головным убором тоже не место на столе. Придя домой, сразу убирайте их на место, ведь головной убор, защищая вас на улице, собирает весь негатив дня на себя. Положив его на стол, вы рискуете заразить дом этой энергией, что приведет к мелким, но изматывающим проблемам, безденежью и ссорам. Кошельки, деньги, особенно мелочь, не должны лежать на столе.
Это может привести к финансовым трудностям, непредвиденным тратам и даже потере накоплений. Будьте внимательны к мелочам, чтобы избежать больших проблем. Ржавые и сломанные ножи – разрушители домашней энергетики. Ножи вообще требуют осторожности. Оставленный на ночь нож притягивает негатив и даже темные сущности. Грязный нож усиливает их влияние, что может сказаться на сне, психике и эмоциональном состоянии семьи. Такое неуважение к столу может даже прогневить домового. Сломанные ножи следует немедленно выбросить и купить новые. Не экономьте на этом. Нож должен резать продукты, а находясь на столе, он разрезает энергетику дома, приводя к напряжению и ссорам. Вилки также не должны быть на столе. Они способны вызывать кошмары. Оставленные с остатками еды, вилки могут привлечь злых сущностей. Мойте вилки сразу после еды, несколько минут оберегут вас от большого количества неприятностей. Увядшие цветы притягивают негативные энергии. Возможно, растение завяло, впитав негатив, предназначенный вам. Замените его новым цветущим растением. Воду в вазе меняйте ежедневно, застоявшаяся вода притягивает разрушительный негатив. Свежие цветы, наоборот, привлекают деньги, радость и благополучие. Если букет начал увядать, сразу уберите его. Не стоит засушивать цветы, их живая энергия уходит. Для сухоцветов подойдут колоски, подсолнух, мята, лаванда, полынь и другие очищающие травы. Они укрепляют энергетику и очищают дом. Не оставляйте и расческу на столе. Это может привлечь сплетни и неприятные разговоры, что приведет к проблемам в личной жизни и на работе. А расческу лучше хранить в ванной, там ей самое место. Носовой платок на столе притягивает плохие энергии, слезы и печаль. Это может привести к бедам в семье, поэтому и его не стоит класть на стол. Подушка на столе может навлечь кошмары и страхи, так как во сне биополе человека уязвимо. Открытые ножницы на столе разрезают энергетику дома. Это может привести к болезням и испортить отношения в семье. Уберите их подальше от обеденного и кухонного стола. Мы много говорили о негативных моментах, но что же ставить на стол, чтобы привлечь изобилие и благополучие? Есть вещи, которые, находясь на столе, привлекают позитивную энергию. Давайте поговорим о каждой из них. Хлеб – символ достатка, изобилия, благополучия, самой жизни. Он всегда должен быть на столе. Положите его на красивую тарелку, накройте чистой льняной салфеткой или красивым полотенцем. Ваза для фруктов и конфетница – символы сладкой, изобильной жизни. Пусть они радуют глаз своим наполнением, это привлекает достаток и позитив. Мандарины и апельсины – прекрасный магнит для денежной энергии. Но можно положить любые любимые фрукты. Главное, вазы не должны быть пустыми. Это касается любой посуды. Лучше убрать ее со стола, чем оставлять пустой. Порядок на столе – порядок в жизни. Пустая посуда – символ пустоты. Она притягивает энергию бедности. После еды убирайте со стола, даже если устали. Конечно, бывают ситуации, когда нет возможности сразу помыть посуду, сложите ее аккуратно в раковину и накройте чистым полотенцем. Это защитит дом от негативной энергии и сохранит уют. И, конечно, не забудьте про маленькие ритуалы, которые помогут привлечь еще больше позитивной энергии и достатка. Например, под красивую скатерть из натуральной ткани, льна или хлопка, светлых оттенков, положите денежную купюру и лавровый лист с нарисованным символом бесконечности. И трижды с благодарностью произнесите: лавровый лист энергию излучает, деньги в дом привлекает. Но помните, скатерть не должна быть грязной, старой и потрепанной. Скатерть с дырками, пятнами – это неуважение к энергии достатка. Она блокирует денежный поток. Запачканную скатерть нужно сразу заменить на чистую, свежую, наглаженную. Скатерть – это не просто украшение, это важный элемент домашнего уюта. Сегодня существует огромное разнообразие скатертей – круглых, квадратных, с узорами и без, с кружевом и без него.
Однако мало кто задумывается об энергетической силе скатерти. У наших предков скатерть играла особую роль, ни одно важное событие не обходилось без нее. Они никогда не садились за стол без скатерти, каждый прием пищи сопровождался хлебом, и считалось, что ставить хлеб на стол без скатерти к неприятностям и ссорам в семье. Также нельзя было ставить еду на непокрытый стол. Это считалось неуважением к пище, и верили, что вскоре ее не будет на что купить. Стол в доме – сакральное место, он должен быть красиво украшен, к нему нужно относиться с почтением. Напомню, что ударять по столу кулаком значит прогонять светлую энергию, что приведет к неудачам, конфликтам и безденежью. Дыры на скатерти нельзя зашивать, ведь таким образом вы зашиваете вход для денежной энергии в ваш дом. Нельзя разрезать скатерть на тряпке. Это разрушает энергетику дома и притягивает неприятности. Старую скатерть нужно выбросить особым образом, положить в нее щепотку соли, завязать в узелок и сказать «Спасибо, скатерть, что дому служила, радовала и украшала. Тебя из дома выношу, энергию твою оставляю». После этого скатерть можно выкинуть. С помощью скатерти можно привлечь в дом деньги и счастье. На растущую луну возьмите новую скатерть, трижды сложите ее перед окном, затем потрясите ею со словами «Луна, тебе скатерть показываю». Как ты растешь, так и доход мой растет. После этого сразу постелите скатерть на стол и произнесите «Скатерть новую на стол стелю, деньги и счастье в дом приманю». Завтра проснусь, а они уже в моем доме. Да будет так. Прислушивайтесь к вашей интуиции, она подскажет, если что-то не так. Стол – мощный энергетический предмет, способный привлекать сильные энергии, укреплять энергетику дома, наполняя его гармонией, счастьем и уютом. Не мешайте ему выполнять эту функцию. И, наконец, самое главное – никогда не забывайте, что кухонный стол – это священное место вашего дома, символ семейного счастья и благополучия. Относитесь к нему с уважением и любовью, соблюдайте эти простые, но важные правила, и ваш дом станет полной чашей, наполненной радостью, счастьем, любовью, изобилием и гармонией. Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера тепла, уюта и благополучия. Помните, вы настоящие волшебницы, способные создать в своем доме пространство любви и счастья. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь скоро мы выпустим новое видео с полезными советами и ритуалами для привлечения удачи.